сети гуляют шуточные девизы американских штатов. Колорадо, не умеете кататься на лыжах, не приезжайте. Или Алабама, грамотность – это не главное. Или Южная Дакота, по крайней мере, мы не северная. И в этих шутках есть доля правды. У Южной Дакоты в какой-то момент появился повод задирать нос перед Северной Дакотой. Бывшая безликая американская глубинка отгрохала себе масштабный монумент, превративший мало кому известный регион в одно из самых узнаваемых мест не только в Америке, но и во всем мире. Я расскажу сегодня о строительстве памятника, равного которому не было со времен фараонов, о горе Рашмор. Мы заезжали на гору Рашмор во время одного из наших переездов на машине через всю Америку. Ну что я могу сказать? Мне понравилось. Это действительно отличное произведение искусства, не просто очень большое. Это хорошая скульптура, которая имеет другие достоинства, помимо размера. Скала имеет сложный изрезанный рельеф, и головы не просто торчат на гладкой плоской стене, они органично вписаны в пейзаж. Президенты не выстроены в ряд, как привычные нам профили отцов-основателей коммунизма, они расположены в как бы случайном порядке, словно это застывшая группа, выходящая из скалы. Вашингтон впереди всех, первый президент, буквально за его плечом Джефферсон, автор Декларации независимости, чуть в глубине молодежь, Линкольн, отменивший рабство, и Рузвельт, создавший систему национальных парков. Как 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. Мы видим, что это искусственное творение, лица более гладкие, чем окружающий их камень, но их объемы вторят естественным эффектом эрозии гор, рельефа скалы. Группа состоит из людей, разнесенных более чем на столетие, от Вашингтона до Рузвельта, но здесь они изображены плечом к плечу. Это создает дополнительный магический эффект, словно умершие президенты соединились на том свете в вечности. Для них не существует времени, и они стали одним целым с этими скалами, с их страной. Потому что в масштабах гор возрастная разница в 100 лет пренебрежимо мала. Геологически это важно. Гора Рашмор находится в горном массиве под названием Black Hills – Черные холмы. Это такой уникальный гранитный остров, возвышающийся посреди великих равнин. Его ядру почти 2 миллиарда лет. По сути, это выпуклая складка земной коры. Магма медленно кристаллизовалась в глубине, образуя гранит. Затем, уже при более позднем горообразовании, она вздыбилась в одном месте и постепенно обнажилась. Гранит трескался вертикально, а ветер, дождь и мороз за миллионы лет обточили острые шпили. Получились узкие, вытянутые, потусторонне выглядящие скалы, иглы. Они похожи на красноярские столбы, но в 4 раза древнее и их, и скалистых гор. Свое имя эти места получили от их названия на языке сиу – Пахасапа – «черные горы». Издали они кажутся черными из-за густых сосен и елей, покрывающих склоны. На юге черных холмов стоит большая скала, которую лакота называли «Шесть дедушек», имея в виду родовых божеств, олицетворяющих 6 направлений – север, юг, восток, запад и верх и низ, небо и землю. Для индейцев равнин, Арапаха, Шайенов и Лакота это место всегда было священным. Иглы черных холмов – место, где земля соприкасалась с небом. В духовном смысле так они не очень высокие. Здесь происходили обряды инициации, здесь встречались с тотемными духами-покровителями. Это священное сердце континента. На карте это точно посреди Северной Америки. Но потом белые люди нашли в черных холмах золото. Существовавшие договоренности с индейцами были забыты, началась золотая лихорадка, в регион хлынул поток белых поселенцев. Начинается Великая война Сиу, закончившаяся поражением индейцев.
В 1861 была создана территория Дакота. Огромное административное образование в центре, а тогда это был далекий запад США. Туда протянули железную дорогу, авантюристы приезжали мыть золото, охотиться, возделывать целинные земли, валить и сплавлять лес. В 80-х годах XIX века нью-йоркский адвокат Чарльз Рашмор приехал в Дакоту оформлять земельные претензии одной горнодобывающей компании. Рашмор с проводником подошел к высокой, нерасколотой на иглы скале и впечатленный спросил своего проводника, как называется эта гора. Тот ответил, что никак, пусть отныне она будет называться в его честь – гора Рашмора. Шутка прижилась, и спустя 50 лет гора Рашмор официально появится на картах. К этому моменту она уже изменит свой облик и прославит Южную Дакоту. Возможно, вас, как и меня, интересует, как вообще образовались две Дакоты, северная и южная. Что, не могли другого названия для штата придумать? Или оставить один штат? После гражданской войны в США население территории Дакота росло быстро, спасибо железным дорогам. И чем дальше, тем очевиднее становилось различие между севером этой территории, где была горнодобыча, а вместе с ней росла промышленность, и югом, который распахали и сделали раем для крепких фермеров, которых не смущали зимние морозы до минус 30. Начались разговоры о разделении, поскольку у севера и юга появились свои политические запросы, и начались даже скандалы, где устроить столицу. В конце концов, в 1889 году президент Гаррисон подписал закон о разделении бывшей территории и создании двух новых штатов – Северной и Южной Дакоты. На его столе лежали два почти идентичных документа. Один о приеме в США Северной Дакоты, другой о приеме Южной Дакоты. Напряжение между еще не существовавшими Дакотами уже достигло такого уровня, что у президента возникла серьезная дилемма. Какой из этих документов подписать первым? Это звучит немножко как детский сад, но обе Дакоты не хотели быть вторыми. Поэтому президент положил документы на стол лицевой стороной вниз, перемешал, а потом подписал не глядя в случайном порядке. До сих пор неизвестно, какая из Дакот первой вошла в федерацию. Но по алфавиту принято считать Северную Дакоту 39-м, а Южную 40-м штатом. Так вот, к началу 20 века Северная Дакота стала круче. Там шла добыча полезных ископаемых, туда шли железные дороги, там строились заводы и росли города. Южная Дакота оставалась аграрной и немножко безликой. Туристы туда ездили только из соседних штатов, переждать летнюю жару в палатках, в черных лесах на склонах живописных гор. Каменные иглы были хороши и интересны, но не настолько, чтобы стать источником стабильных доходов. Так вот, в 1923 году секретарь исторического общества штата Дон Робинсон прикидывал, как бы привлечь в Южную Дакоту туристов с деньгами. И он узнал о том, что в штате Джорджия задумали вырезать огромный 50-метровый в 16-этажный дом высотой барельеф на склоне горы Стоун-Маунтин, памятник генералам конфедерации. Вы не ослышались, проигравшей стороны в гражданской войне между Севером и Югом. И Робинсон загорелся идеей создания подобного памятника в Южной Дакоте, благо скал у них хватало. Но, разумеется, не генералом-рабовладельцем, а своим героем, персонажем Дикого Запада, путешественникам Льюису и Кларку, храброй Сакаджавее, Джону Кей Фремонту и индейским вождям Красное облако и неистовый конь. С этой не вполне оригинальной идеей Робертсон обратился к главному скульптору и менеджеру проектов Джорджии Гадсону Борглуму, уже знаменитому на тот момент скульптору, и пригласил того приехать в Дакоту посмотреть, что можно вырезать из местных гор. Гадсон Борглум был человеком чрезвычайно колоритным и сложным.
темпераментным, как принято говорить о талантливых психопатах. Он был способен на большие свершения, и он шел к цели, не обращая внимания на чужие эмоции и интересы. Готсон Борглум был сыном датчанина Мормона, у которого было 8 детей от 2 жен, сестер. В какой-то момент он решил стать законопослушным человеком и одну из жен бросил, как раз мать Готсона. У Борглума была бурная юность, он будет работать и учиться в Париже, познакомиться там с Роденом, решить стать скульптором, будет менять женщин, как терем-терем перчатки, и станет в еще не старом возрасте главным официозным воятелем страны. Его самой знаменитой работой был бюст Линкольна, хранящийся в Капитолии. Борглум считал, что он имеет право вести себя как примадонна. Он сам говорил о себе, что должен работать в масштабах Тора, соизмеримым по размеру молотком. Проект Stone Mountain – это самый большой барельеф на Земле по сей день. Но Борглум его не закончил. Разругался с заказчиками, был выдворен под караулом из штата Джорджия и переключился на еще более масштабный и сулящий еще большую славу проект в Южной Дакоте. Борглум отмел идею Робертсона изобразить в скалах героев Дикого Запада, как местечковую и провинциальную. «Изображать будем президентов США», – решил он. Отцов нации и спасителей отчизны – Вашингтона, Джефферсона, Линкольна. И Рузвельта, добавил на тот момент президент Кулич, чтобы было по-честному – 2 республиканца и 2 демократа, а то не получите федерального финансирования. Так и порешили. Вашингтон будет олицетворять рождение нации, Джефферсон – ее рост, Линкольн – сохранение целостности, а Рузвельт – новое развитие. Первоначально Борглум хотел ваять президентов из игл, этих эффектных 150-метровых гранитных столбов. Но широкая общественность начала возражать. Нет, не потому, что это было священное место индейцев тогда вообще никто не слушал, а потому что это была часть национального парка и уникальное геологическое образование. И от этой идеи пришлось отказаться. 14 августа 1925 года Борглум лазил по окрестным скалам, и он увидел гору Рашмор, чей скалистый юго-восточный склон, освещенный солнцем, так и просился под резец. По легендам он сказал «America will marshal on that skyline». Труднопереводимое выражение, я думаю, он имел в виду, что вся Америка пройдет, девясь под этим гребнем. Решено было воять здесь. Легко сказать, просится под резец, но как это реально воплотить в жизнь? Вообще-то проекты такого размаха люди не делали со времен Абу-Симбела, в прямом смысле слова. При этом у Борглума, в отличие от египетских фараонов, не было бесконечного притока рабов, с которыми можно было обходиться как с расходным материалом. Опять же, Абу-Симбел вырезали в мягком песчанике, который можно было формировать в прямом смысле слова вручную, зубилом и молотком. А Блэк-Рок, как я вам загодя объяснила, это древняя кристаллизованная магма. Все, что могло отколоться, открошиться, выветриться, успело отколоться и выветриться за миллиарды лет до. А все, что осталось, это были самые твердые граниты североамериканского континента. Зато у Борглума был динамит, электричество в некотором объеме. Они протянули проводку от ближайшей шахты, и у них в принципе было электричество. Что не решало вопроса, как перевести портреты президентов на скалу. Они ведь получились похожими, при этом Борглум ведь сам не ползал по скале с зубилом. На проекте одновременно работало до 400 человек. Как эти рабочие, откуда они знали, в каком месте вырезать нос и в каком месте вырезать глаз? Садитесь поудобнее, это целая история. Рашмор был не просто творческим порывом одержимого художника. Это была огромная стройка с промышленной логистикой, инженерными задачами, взрывными работами. Борглум сразу сказал, что на проект придется нанимать шахтеров. Строители или просто случайные работяги для этого не подходили. Нужны были люди,
знакомые с бурильными технологиями, умеющие обращаться с динамитом и отбойными молотками. На вершину горы построили лестницу в 506 ступеней, почти 40 этажей. Параллельно провели подъемник, но вначале он работал только как грузовой лифт, а рабочие ежедневно топали наверх по ступенькам на смену, начинавшуюся в 7 утра летом и в 7:30 осенью и зимой. Для начала скале придали грубую приблизительную форму динамитом. Это уже была тонкая работа для динамита. Стандартные шашки приходилось обрезать, чтобы уменьшить силу взрыва и не снести лишнее. Аккуратно сверлили скважины необходимой длины, забивали в них динамитные шашки до 70 штук за раз, после чего 2 раза в день, в обед и вечером, всех рабочих удаляли со скалы и производили взрывные работы. В общей сложности около 400 тысяч тонн породы было убрано со склона горы. Ну, допустим, динамитом из горы можно было сделать округлые болванки для гигантских голов. Каждая высотой 6-этажный дом, то есть одна президентская голова высотой с целую фигуру сидящего Рамзеса в Абу-Симбеле вместе с троном. Дальше-то что? Для начала Борглум своял эскиз памятника в своей мастерской в масштабе 1:12, в 12 раз меньше предполагаемого готового монумента. Все еще довольно большую скульптуру, которую сейчас можно видеть в его музее. Затем, чтобы перевести трехмерную модель на гору, он использовал простую систему, использовавшуюся еще в Древней Греции для копирования скульптур. На макушке маленькой головы в студии и на макушке головы, которую предстояло вырезать на горе, вбивали вертикальную ось, от которой велись все измерения. От оси шла горизонтальная вращающаяся поперечина, и вдоль нее могли спускаться отвесы. Затем, чтобы найти, допустим, где должен будет располагаться кончик носа Вашингтона, нужно было измерить на макете, во-первых, угол, который составляла поперечина с направлением на 0, затем расстояние от макушки до кончика носа по поперечине и, наконец, высоту этого места до, собственно, кончика носа вниз по отвесу. Затем уже на горе отмерить тот же самый угол и расстояние умножить на 12 и поставить там точку. Точка, естественно, получалась внутри камня. Нужно было определить, как глубоко внутрь камня нужно прокопать и передать работу в руки бурильщиков. Рабочие спускались по веревкам в таких люльках, сидушках, вниз от макушки по скале с 34-килограммовыми отбойными молотками в руках. Отбойные молотки работали от сжатого воздуха. Внизу под скалой стояли компрессоры, непрерывно подававшие сжатый воздух на вершину скалы к распределителю, и оттуда уже можно было запитать несколько больших отбойных молотков. И этим рабочим нужно было сверлить гранит. Как вы догадываетесь, если вы при этом висите в свободно болтающейся качельке, то по закону Ньютона вас будет отбрасывать от скалы каждый раз, когда вы будете пытаться нажать на отбойный молоток. Поэтому для начала нужно было забить в скалу крюки и навесить толстые цепи, чтобы можно было вставить туда ноги, как в стремена, фактически приковать себя к скале, чтобы тебя не отбрасывало при каждом ударе молотка. Гранит очень прочный. Чтобы ослабить его, бурильщики делали в камне ряды отверстий на небольшом расстоянии друг от друга, после чего можно было сбить камень по касательной. Это называлось ячеичная технология. Буры на концах отбойных молотков тупились за несколько часов, поэтому специальные ребята должны были регулярно спускаться на страховке к бурильщикам, приносить им свежие буры на замену и забирать затупившиеся. Я надеюсь, что вас не дезинформирует название Южная Дакота. Южная Дакота – это отнюдь не южный штат. По климату она абсолютно сравнима с Новосибирской областью. Плюс 35 градусов летом и минус 35 зимой. Болтаться в таких условиях на 150-метровом обрыве в боцманском кресле за $8 в час было, можно предположить, не очень приятно.
Но вскоре наступила Великая депрессия, и многие были рады любой оплачиваемой работе. Рабочие висели над пропастью на тросах, прикрепленных к ручным лебедкам наверху. Чтобы координировать свои действия с оператором лебедки на макушке, нужно было кричать специальному мальчишке посыльному, торчащему на краю пропасти, и передававшему информацию, тащить ли тебя вверх или опустить вниз. Рации не было громкой связи по стройке, был голос, флажки и цветовые коды. И за все 14 лет строительства на стройке не было ни одного смертельного случая. Невероятные показатели не только для того времени. Это все еще была довольно грубая резьба. Формировали нос, скулы, подбородок. С бородой Линкольна пришлось долго возиться. Потом главный резчик проекта, итальянец Луиджи Дель Бьянко, делал тонкую работу меньшим по размеру отбойным молотком. Моделировал поверхности, вытачивал веки, губы, волосы, усы. Обратите, кстати, внимание на старый, но эффектный прием в изображении глаз. Сама радужка – это глубокая выемка, создающая живописную тень, а в середине был оставлен гранитный куб, выступающий вперед, освещенный солнцем и имитирующий блик, что придает глазам большую реалистичность. Еще раз повторяю, это хорошая скульптура. Были ли ошибки? Случалось ли, что кто-то нечаянно отколол от носа президента чуть больше? Да, но не из-за рабочих, а из-за свойств самой скалы. Порода, из которой состоит гора Рашмор, с одной стороны очень прочная, а с другой ненадежная. Гранит с трудом поддавался бурению, но зато мог неожиданно треснуть в любой плоскости. Первой высекли голову Вашингтона, после чего налево от него предполагалось сделать портрет Джефферсона. Но в ходе работы обнаружилось, что качество камня неудовлетворительно, недостаточно однородно, чтобы сделать детализованную скульптуру. И в результате всю сделанную работу пришлось взорвать, изменить проект и перенести голову Джефферсона направо позади Вашингтона. А Линкольна пришлось разместить напротив, там, где по изначальному проекту предполагалось на огромной гладкой стене выбить краткую историю США за последние 200 лет. Из-за Великой депрессии и экономической нестабильности в стране на создание первой головы Вашингтона было потрачено 7 лет. И первая голова была торжественно открыта для публики в День независимости 1934 года. Лицо каменного президента завесили огромным флагом, который потом сбросили, открыв небывалую в истории работу. Голова Джефферсона была открыта в 1936 году. Затем последовал Линкольн. Его открыли 17 сентября 1937 года, в 150-ю годовщину подписания Конституции Соединенных Штатов. В том же году в Конгресс был внесен законопроект о добавлении головы лидера движения за гражданские права Сьюзан Би Энтони. Но федеральные средства, отпущенные уже на строительство мемориала, должны были быть по закону направлены только на завершение проекта в том объеме, в котором он изначально был запланирован. Так что ни одной женщины на горе нет. Пока вытачивалась голова Теодора Рузвельта, строились все дополнительные объекты. Туристический центр, смотровые площадки, подъездные дороги, водопровод, освещение и так далее. То, что Рузвельт словно бы прячется от света в глубине, тоже непреднамеренный результат, вызванный нестабильностью камня. Пришлось бурить, пока не докопались до гарантированно прочных пород. Голова Рузвельта была открыта 2 июля 1939 года. Вудсон Борглум неожиданно умер 6 марта 1941 в возрасте 73 лет от эмболии после небольшой операции. Его сын Линкольн Борглум продолжил проект. По первому эскизу предполагалось, что президенты будут изображены по пояс, но мировая война прервала строительство. 31 октября 1941 года монумент признали завершенным.
В общей сложности весь проект обошелся в 989 992 доллара США, что эквивалентно 21 с лишним миллионам в этом году. Незаконченной осталась еще одна мечта Борглума – зал архивов, величественная пещера позади головы Линкольна. Скальный зал, где будут храниться оригиналы Конституции, Декларации независимости, договора Луизианской покупки и прочие важнейшие документы. Чтобы посетители могли попасть туда, Борглум задумал высечь в скале гранитную лестницу, которая будет тянуться от подножья горы до самого входа. Борглум неожиданно скончался, когда пещеру только начали вырубать. Остался лишь грубо высеченный туннель длиной 20 метров, шириной почти 4, высотой в 6. Лестницы так и не были сделаны, поэтому зал архивов до сих пор недоступен для посетителей. Почти 60 лет пещера пустовала. Наконец, 9 августа 1998 года в зале архивов было размещено небольшое хранилище. В тиковом ящике, который в свою очередь находится в титановом саркофаге, облицованном гранитом, находятся 16 фарфоровых эмалевых панелей, рассказывающих историю создания скульптуры на горе Рашмор, о Борглуме и о том, почему именно эти 4 человека были выбраны для изображения на горе. С тех пор тайное хранилище в горе Рашмор неоднократно становилось источником легенд, и прославленный монумент появлялся в художественных фильмах и даже мультфильмах. В 1958 году Хичкок заканчивал съемки своего канонического триллера «К северу через северо-запад». И он хотел, чтобы в заключительной сцене Керри Грант и Эва Мари Сейнт, убегая от преступников, спустились прямо по монументу, по лицам президентов. Но управление парками категорически ему отказало, сказав, что не дело превращать памятник отцам нации в съемочную площадку для боевика. Так что вся эта захватывающая сцена была снята в студии на макете, хоть в это и трудно поверить. То есть лазать по монументу строжайше запрещено. Однако в июне 1971 года члены движения американских индейцев поднялись на вершину горы Рашмор и разбили там символический лагерь. Они торжественно переименовали это место в гору неистового коня в честь легендарного вождя племени Лакота, который боролся против экспансии США. И уважаемый духовный лидер и шаман по имени Джон Пламенный Хромой Олень установил на макушке горы молитвенный посох и совершил церемонию по повторному освящению горы, очистив ее от духов белых людей. Периодически возникают предложения добавить еще головы к мемориалу горы Рашмор. Президента Кеннеди после его убийства или Рональда Рейгана. Барака Обаму в его бытность президентом спросили, что он думает о том, чтобы добавить его голову на гору Рашмор. И тот ответил, что его уши слишком большие. Зато Трамп выразил заинтересованность. Но в любом случае невозможно добавить к мемориалу еще одного президента. Там просто нет достаточно места. Этот монумент останется таким вечным. И я серьезно. Гранит скалы так прочен, что его эрозия составляет всего 2,5 сантиметра за 10 тысяч лет. И для памятника такого размера потеря 2 сантиметров ничтожна. Но чтобы гарантировать, что гора Рашмор останется в истории, Борглум сделал нос Джорджа Вашингтона на 1 фут длиннее, чем было нужно. Не чинить же каждые 100 тысяч лет. На сегодня у меня все. Прощаюсь с вами до Хэллоуина. На следующей неделе видео не будет. Мне нужно разобраться с накопившимися делами. А пока мыслите масштабно, работайте с размахом. Всего вам доброго. До свидания. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки.
На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Boosty или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!